Мерч. Как много ценного в этом слове для фанатов кого и чего угодно, в том числе и кей-попа. Всевозможные постеры, коллекционные карточки, милые футболочки и еще много-много всего. А какие у кей-поп-артистов лайтстики? Их так хочется купить и поставить на полочку, порой даже если ты не являешься поклонником группы и не собираешься идти на ее концерт. Но кроме всего разнообразия действительно качественных, красивых и привлекательных товаров, порой встречаются довольно странные и даже омерзительные находки. Целых 3 года назад я уже делала про них видео, и чего там только не было, от мусорного ведерка и странных вешалок до куклы Криса Ву в полный рост. Так ему и надо. Странного мерча в моем списке прибавилось, поэтому получите второе видео с бесполезными, сомнительными, вызывающими вопросы, официальными и не очень кей-поп товарами, убедитесь, что кей-поп-компании готовы продать вам буквально что угодно, и распишитесь в комментариях после просмотра. Прежде чем мы перейдем к теме ролика, я хочу напомнить вам, что у меня есть телеграм-канал, в котором я уже давно опубликовала обзор на все песни-заявки Евровидения этого года. Я знаю, что есть некоторое количество моих зрителей, которым интересна эта тема. Давайте, угадайте моего фаворита, но только не подглядывая в обзор. И там же сейчас проходит голосование за лучшую песню по версии нашего канала. Заходите приобщиться. Ну а чтобы выбрать своего фаворита, все песни нужно сначала послушать, и на данный момент для этого нет варианта лучше, чем Spotify. Только там вы найдете все актуальные музыкальные новинки, которые без дополнительных ухищрений не получится послушать больше нигде. Для оформления подписки на Spotify я рекомендую вам воспользоваться сервисом Spotibot, который работает уже 3-й год. Все очень просто. С помощью Telegram-бота выбираете подписку на 3, 6 или 12 месяцев на новый или старый аккаунт. В отдельном чате вы можете ознакомиться с отзывами довольных слушателей, которых уже тысячи. Ну а если возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете связаться с техподдержкой. Для вас по моему промокоду KEYMERCH сейчас действует скидка на подписку 15%. Просто нажмите кнопку «Промокод» при оформлении подписки и введите его, он активируется автоматически. Промокод действует до 14 мая, так что поторопитесь и скорее переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, чтобы воспользоваться выгодой. Оплатить подписку можно через СБП или другим удобным для вас способом. Пара простых шагов, и все новинки зарубежной музыки без ограничений и без VPN уже у вас в наушниках. Спасибо, Spotibot, ну а мы поехали! Начать я предлагаю как раз с лайтстиков, и если вдруг вы случайно забрели на мой канал, лайтстики – это такие красивые световые аксессуары, предназначенные в первую очередь для похода на концерты определенного артиста, для его поддержки и создания красивого океана огней в зале. У каждого исполнителя лайтстики имеют свой отличительный дизайн, и чаще всего это именно палочка, но иногда встречаются и другие варианты. Один из самых необычных лайтстиков, который просто разорвал интернет, выпустила группа Epic High. Многим он может показаться странным, но прежде чем я покажу его вам, я хочу отметить, что Epic High – это хип-хоп трио, основанное еще в 2001 году. В индустрии их всегда считали бунтарями, так что они могут себе такое позволить. Их лайтстик имеет форму руки, показывающей средний палец, и у него даже есть имя – Пак Гюбон. Это звучит как настоящее имя, но на самом деле созвучное с корейской фамилией Пак слово Пак Гю обозначает этот самый жест. То есть это как бы fuck you на коренглише. Epic High выпустили его только в 2023 году, а до этого за все 20 лет карьеры у группы не было официального лайтстика. Все потому, что их бывшая компания YG Entertainment не одобряла такой вот дизайн. Темные лорды VIXX отличились и здесь. В прошлом видео про мерч я рассказывала о том, что к одному из своих альбомов они приложили рабские BDSM-контракты на участников группы. Эти ребята знают толк в том, как развлечь поклонников. Вторая версия их лайтстика была не просто красивым фонариком, но также имела функцию вибрации, чтобы фанатам было еще веселее. Ну и чтобы добить вас окончательно, лидер группы VIXX N, хотя, возможно, кому-то из вас он более известен как актер Ча Ха Кён, однажды даже посотрудничал с брендом нижнего белья с потрясающим названием Эблин и сотворил в коллаборации с ними стринги. Ну, что за прелесть!
Довольно необычную вещицу выпустил Тэмин из Shiny, а именно скульптуру собственной руки. Стоит признать, что выглядит она очень даже эстетично и неплохо впишется в практически любой интерьер. Руку можно использовать для хранения колец, других украшений и разных мелких предметов. Идея выпустить такой мерч, как и дизайн руки, принадлежат самому Тэмину, и он участвовал в ее разработке от начала до самого конца. Не знаю, как вы, а я бы купила. Вернемся к теме одежды. Не так эпично, как стринги, конечно, но многие фанаты ставят на почетное первое место в списке самого уродливого кей-поп мерча эту футболку Super M. Если спереди она выглядит вполне неплохо и лаконично, то дизайн сзади оставляет желать лучшего. Также в этом списке можно встретить дизайнерскую футболку Кюхёна из Super Junior с фиолетовым яйцом и грустные браслеты на липучках, выпущенные группой Newest. Еще одна вещица, дизайном которой были крайне недовольны поклонники, является чехол для телефона, который был выпущен в качестве мерча Taeyeon. Многим он напоминает гигиеническую прокладку с демонстрационной жидкостью из рекламы. У меня, конечно, не такая бурная фантазия, но я согласна с тем, что дизайн, мягко говоря, слабоват. Немножко безуминки. Это метла, которая продавалась в SM Town Coex. Она, кстати, была продана и довольно быстро. История этой метлы неизвестна, но есть предположение, что ей когда-то подметали танцевальные студии SM, и что, возможно, она даже принадлежала Сюмину из EXO. Правда ли это или нет, я не знаю, но товар, конечно, зачетный. В Корее особое отношение к алкоголю. Рекламировать его совершенно не зазорно даже кумирам молодежи, поэтому некоторые айдолы выпускали стаканы и рюмки под алкоголь в качестве мерча. Например, Block B Busters выпускали рюмки. Ки из Shiny выпустил вот такой красивый бокал с одной из версий его альбома Pleasure Shop. Джину из Винна выпускал набор рюмок для соджу. Monsta X выпускали симпатичные стаканы для различных напитков и не только. Super Junior тоже неоднократно выпускали посуду, например, вот такие пластиковые стаканы для вина. Но больше всего мне понравились их стаканы для самека с отметками пропорций, в которых каждый из участников группы смешивает пиво с соджу для этого напитка. Гораздо более необычный мерч – стерилизатор для зубных щеток от Twice, выполненный в виде их лайтстика. Очень мило, но довольно неординарно, скажите? Помните ведерко для мусора от Зиюй из Twice? У Stray Kids, как оказалось, тоже есть собственные милые мусорки. Еще один необычный бытовой предмет, который я пропустила в прошлом видео – сковородка от EXO. Для истинных фанатов, которые хотят, чтобы даже на их еде отпечатывался логотип любимой группы. До выпечки в виде черт лица артиста все еще не дотягивает, но вполне креативно, вполне. У группы Луна в качестве мерча выходили кресла для кемпинга. Складные кресла также были в наборе от группы Кынакын. Вы вообще когда-нибудь видели мебель в качестве мерча музыканта? Лично я не припомню такой креативности от кого-то еще, кроме кей-поп-артистов. Но вы, если что, подскажите мне, я ведь могу многого не знать. А вот еще один привет из мебельного. Мини-столик с полной сервировкой от группы Oh My Girl. Так можно и всю квартиру обставить. Мерча от группы BTS в какой-то момент стало настолько много, что я уже перестала понимать, какой из них официальный, а какой нет. В любом случае, клюшки для гольфа BT21 вашему вниманию. Они выглядят очень мило и стильно, но зачем вообще кому-то нужен стилизованный под кей-поп группу инвентарь для гольфа? Я не представляю. Хотя на самом деле даже клюшки не выглядят странно на фоне весел от Seventeen. Также Seventeen выпускали набор для плетения, что не так уж и странно, скорее просто интересно, и формочки для льда. Такое мы уже видели. Рэпер и участник группы Icon Бобби выпустил постеры, нарисованные им самим в комплекте к своему альбому Lucky Man. Все бы ничего, но некоторые из них были довольно странными. Shiny однажды выпустили набор для запечатывания писем, и многие назвали этот мерч совершенно бесполезным, ведь бумажные письма уже никто особо-то и не пишет. Но, на мой взгляд, это очень интересная вещица, которая пригодится хотя бы просто для декора, особенно если вы любитель скрапбукинга и всего подобного. Red Velvet выпускали надувной шарик в виде робота-клоуна вместе со своим альбомом «Зимзалабим». Группа Wanner
выпускала дорожные наборы для своих фанатов, а именно косметичку с пустыми флаконами и таблетницей. GOT7 выпускали губку для мытья посуды. В набор для членов фан-клуба группы On and Off входил целый набор для пикника с ковриком, деревянной разделочной доской и даже пластиковым ящиком для молочных бутылок. Ну что ж, мы с вами снова убедились в том, что продать можно что угодно и с какой угодно наценкой, если разместить на товаре логотип или фотографию популярных айдолов. Я постаралась собрать воедино весь странный мерч, которого не было в старом видео, поэтому если вы хотите посмотреть на еще более необычные товары айдолов, посмотрите его. Расскажите в комментариях, что из этой подборки вы бы действительно купили, а что показалось вам слишком нелепым. А может, вы уже покупали что-то подобное, или вам попадался странный мерч в наборах. Обязательно делитесь своими историями, ну а я напоминаю вам про свой телеграм-канал. Заходите и принимайте участие в голосовании за лучшую песню Евровидения. Оно уже совсем скоро закончится. И прощаюсь с вами до следующего ролика. Пока-пока.